Всем здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака зодиака Близнецы. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим для вас совет предупреждения от Таро. Ленорман нам покажет сюрприз неожиданности. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Близнецы, первая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Близнецы, первая декада ноября. Да, вот здесь, конечно, расклад у вас хороший. Я бы сказала, даже очень хороший. Но здесь вот в плане финансов у кого-то здесь может быть неожиданный отъезд. Так, где моя указка? Может быть перемена места жительства, или вот у нас рыцарь мечей, это происходит что-то, какое-то событие, сообщение, звонок. И кому-то здесь придется очень спешно собираться. А может быть, вот опять же по косе, тут промедления не должно быть. Тут нужно будет то ли принимать какое-то решение, потому что все-таки это ваша карта, но это, скорее всего, что-то, о чем вы уже думали, размышляли, но что-то вас вот сдерживало по гробу, не могли вы реализовать это. Да, сад — это может быть какое-то мероприятие, какое-то общество, сообщество. Может быть, это поездка в отпуск, например, неожиданная. Может быть, это что-то связано с работой. У кого-то, может быть, здесь решается вопрос с эмиграцией, если вы планировали. Тут или миграция по работе, или миграция, потому что здесь тоже рыцарь пентаклей. Это тоже может быть, это ваш настрой. Вы собираетесь куда-то ехать, скорее всего, с целью заработка. Но это может произойти, скорее всего, в конце этих 10 дней. Еще Ленорман может показывать, если это касается здоровья, например, это может быть поиск врача. Это обзванивание своих знакомых, друзей. Ну, мы понимаем, что сейчас в простую поликлинику пойти, это еще не факт, что вы там что-то получите, положительный результат. Это может быть поиск врача, но опять же, знаете, по косе это может быть какая-то, ну, даже зуб удалить или какую-то небольшую операцию провести. Потому что тут предупреждение, ограничения. Если ограничения со здоровьем, карта говорит, не затягивайте. Да, ищите врача, вам помогут. Потому что вот эта карта, это если какие-то проблемы со здоровьем, это освобождение, выход из тяжести. Также карта говорит, вот какие-то ваши проекты, планы задерживались. Может быть, от независящим от вас причинам. Да, вот у вас настрой есть, что-то реализовать. Может быть, это по работе, куда-то съездить, что-то, может быть, купить или поехать на заработки. Но вот ограничения в виде гроба — это изоляция. Вот здесь могут прийти какие-то известия. Но почему в деньгах? Это может быть траты на какую-то дорогу неожиданную.
Ну, я бы не сказала, что неожиданно. Скорее всего, вы ее ждали. Просто это будет внезапно. Вот звонок поступил, и вам нужно ехать. Вот, поэтому страшный суд и говорит, это может быть переезд или по работе, или смена места жительства. Хорошо, в начале ноября у вас ложится рыцарь Пентаклей. Ну, в первую очередь, карта говорит, что вас ожидают какие-то приятные новости, перспективы, связанные с деньгами. Рыцарь Пентаклей у нас отвечает за работу, за покупку, может быть, недвижимости, но рыцарь — это всегда что-то, во что еще нужно будет вкладываться. Если это участок земли, то здесь нужно будет строить дом. Если это уже покупка недвижимости, то это может быть дом, квартира без отделки. Также здесь может быть получение незапланированной премии, какой-то прибыли. Кто-то, может быть, будет решать вопрос с автомобилем. Может быть, покупка автомобиля, продажа. Но здесь вас карта призывает действовать осторожно и подходить к делам ответственно. Будь то это покупка, будь то это что-то связано с поездками, с работой. Если карта показывает ваш настрой, то это ожидание вот этой поездки, переезда. Или, опять же, нужно вам что-то приобрести. Здесь еще может быть для тех, кто в отношениях в браке, здесь может быть ожидание получения наследства. Может быть, у вас идет оформление документов. Почему у вас восьмерка выпадает как предупреждение? Да? Карта говорит, пока вот что-то вас будет ограничивать и сдерживать. Может быть, реально вот затягиваются судебные дела. Ну, в России это может произойти из-за того, что вот эти праздники. Но в конце 10 дней вот решение суда, то есть вот страшный суд, да, решение суда уже будет. Ну, какое-то известие вам придет. Для тех, кто в отношениях в браке, девятка пентаклей. Но если смотреть на любовь, отношения, карта может говорить, что в ваших отношениях, в вашем браке может произойти какое-то радостное событие. То есть сейчас для вас наступает момент обретения гармонии, радости. Это еще карта наполнения. У кого-то может быть известие о беременности, у кого-то уже произойдут роды, потому что страшный суд — это освобождение, да, от бремени. Но бремя-то оно приятное, но все равно 9 месяцев женщина ходила. Это рождение малыша. У кого-то здесь решается вопрос с наследством или с недвижимостью. Может быть, в деньгах рыцарь-то и ложится, что наследство-то вы получили, но кто-то будет его оспаривать. То есть это или защита, или нападение, или отбиваться от каких-то нападок, может быть, в плане денег. Но если вы это проводите через суд, то карта говорит, решение будет. Мы еще уточним, но я думаю, что все-таки в вашу пользу, потому что девятка пентаклей легла вам. То есть вот эти карты могут говорить, что над вами нависнет какая-то угроза, но мы здесь по деньгам видим, мы по картам говорит угроза только именно вашему финансовому благополучию. И она вас здесь призывает не конфликтовать, не выяснять отношения, а мы ее опять же уточним. Скорее всего, она говорит, наймите адвоката, не разбирайтесь с этим вопросом сами. Потому что вот это вот, когда мы напором действуем, мы можем еще больше все испортить. Лучше доверьтесь профессионалу, например, наймите адвоката. Если здесь что-то связано с наследством. Ну, для тех, кто в поиске, здесь ложится императрица. Да, карта говорит, женщина меняет статус. То есть вы были холостая, становитесь возлюбленной. А мужчина обретает вот такую императрицу. Да, императрица — это женщина, которая станет вам хорошей женой, матерью, хозяйкой. Будут очень прочные, стабильные, жизнеспособные отношения. Еще, конечно, императрица говорит о способности любить и принимать любовь. И в отношениях будет присутствовать нежность и гармония. Поэтому общайтесь, знакомьтесь. Здесь вот почему карта общения, может быть, вас пригласят на какое-то мероприятие. Но вот эти две карты могут говорить, что вы сейчас, вам комфортнее как-то наедине с собой, почему-то вы себя поместили в изоляцию. Может быть, был негативный опыт в прошлом, но сейчас вам вот нужно выходить из этой изоляции. Здесь вот какие-то внезапные изменения в вашей жизни, но
Коса всегда говорит, что в личной жизни вас ждет успех, да, но вы должны выйти вот из этого закрытого состояния, когда вы перестанете сомневаться и сделаете решительный шаг навстречу новому человеку. Вот здесь вот тоже предупреждение, это ограничение. Да, кто-то, может быть, себя ограничивает из-за того, что у вас сейчас на первом месте, например, карьера, работа, ваши проекты. Может быть, вам просто нет времени до любви. Но вы можете пропустить свое счастье. Потому что в конце 10 дней у нас лег страшный суд, а это именно перемены в личной жизни. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Старший аркан Солнца. Карта всегда несет социальный успех, признание, славу, почет, но также улучшение условий работы, продвижение по карьерной лестнице, развитие вашего бизнеса и решение всех финансовых трудностей, если таковые были. Эта карта всегда говорит, когда человек нашел свое место под солнцем. То есть он там, где должен быть. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, да, какие-то предложения могут поступить. Пажи у нас всегда дают шансы. Это может быть предложение о новой работе, какое-то новое начинание, новый творческий проект, новые идеи. То есть какое-то дело у вас начинает продвигаться вперед. Может быть, вам предложат сотрудничество, появится новый компаньон. Или карта говорит, вот увеличиваются у нас контакты. Для кого-то это может быть именно ожидание переезда куда-то. То есть вы без работы, но вы ждете какого-то приглашения. И вот по деньгам какое-то известие приходит. Давайте мы рыцаря уточним. То есть известие приходит, и вам нужно будет уезжать. Но это, может быть, вы к этому и готовились. Страшный суд – это или получение новой работы, но все равно рыцарь говорит или о том, что вам звонят, вам надо куда-то ехать, или о том, что вам нужно будет куда-то уезжать. Давайте мы рыцаря уточним. Но также здесь может быть какой-то конфликт из-за финансов. Тут дьявол, или это ваше страшное желание уже уехать, или, я говорю, здесь из-за денег какой-то конфликт. Если это касается наследства, вот может быть тут какой-то обман, или вы столкнетесь с мошенничеством, обманом, какими-то манипуляциями денежными. Но по рыцарю какая-то напряженная ситуация. И опять же говорю, или защита, или ваше нападение. Так, сейчас минутку. Все-таки у нас, да, тут какие-то споры, диспуты, конфликты. Это еще может быть, знаете, конкурентная борьба. Но в любом случае, если что-то будет происходить, страшный суд говорит, что вы от этой проблемы избавитесь. Но действовать вам нужно очень решительно. То есть вот по пятерке, по дьяволу, очевидно, если это с родственниками, договориться вы с этими людьми не можете. Значит, к вам карта говорит, нанимайте адвоката. Да, у нас на дне еще десятка пентаклей. Может быть, реально что-то здесь связано с недвижимостью, но как бы вам уже посоветовали. Хорошо, и в конце 10 дней у вас ложится страшный суд. Ну, страшный суд – это освобождение, избавление от чего-то или от кого-то. Это выход из тяжести, какой-то вопрос тянулся очень долго. И, наконец-то, придут какие-то сообщения, документы. То есть вопрос решается. Карта говорит, одна дверь у вас закрывается, открывается другая. То есть кто-то может вернуть себе честное имя, если это было что-то, может быть, на работе какие-то наговоры вот из-за денег вы здесь. Или, может быть, кто-то наконец-то закончит какие-то судебные тяжбы. У кого-то наступает облегчение. Вот, может быть, тянулось, но зуб у вас болел, а вы боялись идти. Вот вам карта говорит, нет, идите. Человек вам поможет. Тем более сейчас и обезболивающие, вообще ничего. Никто ничего не чувствует. Все это происходит совершенно безболезненно. Но ищите хорошего врача. Это когда нам человек наконец-то помогает, избавляет нас от боли и тяжести. А вот для кого-то здесь переезд. Переезд, смена места жительства. Это может быть и по работе, а может быть и кто-то меняет недвижимость. Да, еще здесь может быть в каком-то общественном месте, будьте аккуратнее, может быть какая-то травма. Почему в совет предупреждения у нас ложится
Восьмерка мечей. В первую очередь это карта ограничений, а она говорит наоборот. Постарайтесь себя не ограничивать. Если вы сейчас полностью углубились в работу, в карьеру, но про свою личную жизнь тоже не забывайте. Если кто-то долго терпел боль, то не стоит этого делать. Человек вам поможет, вот избавит вас от этой боли. Так же, как предупреждение, она может говорить, ситуация не такая сложная, как вам кажется. Не чувствуйте себя сейчас жертвой, потому что есть риск упустить какую-то возможность. Ну, в первую очередь, это возможность стать счастливым человеком. Хорошо, давайте получим для близнецов совет. Совет от оракула «Магические врата». На первую декаду ноября. Отправляйся в путь. Я отважный путешественник, бродящий вселенную. Ну, я говорю, у вас тут какое-то путешествие состоится. Хорошо, давайте посмотрим с вами маятник. Маятник, ответьте, пожалуйста, на вопрос близнецов. Первая декада ноября. Да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. А я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.